Всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Всех сердечно благодарю за обратные отзывы, за обратную связь. Всем очень рада приветствовать моих любимых подписчиков и новых зрителей моего канала. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Напоминаю, что акция за личный расклад за 3000 рублей продолжается до конца августа. Как можно будет со мной связаться, мои контакты в описании к этому видео будут, либо в первом комментарии. Также, кто ищет выход из созависимых отношений, пожалуйста, помогаем. Хочу сегодня предложить такую тему. Меня просили слезно, услышала. Дошла очередь. Что получит та женщина, которая, не знаю, у вас увела супруга? Что вообще та женщина получит, да, какой бумеранг получит за предательство? Что мужчинка вот выбрал ее, она посодействовала этому. Ну, там, наверное, святая женщина, раз уж так, да? Давайте будем смотреть, кто это такая женщина. Да, не знаю, кто она такая. На сегодняшний день она проходит, кстати, с вашим бывшим уроки какие-то. На сегодняшний день, либо скажу так, либо он в ней разочаровывается, да, и он много чего о ней узнает, либо она в нем. Видите как, что не мужик и все. Кто-то из них прозревает. Помимо этого, конечно, есть какие-то уроки, но, скорее всего, там больше для мужчины. Мужчина с ней что-то там охерел от нее, наверное. Недоимператор наш. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что это за женщина. Кто ее конкретно лично знает. Представьте, кто не знает эту женщину, хотя бы фантом представьте. Да? Давайте посмотрим, кто это та женщина, кто это та сучка. Кто же это та? Какая она женщина? Какая она женщина? Я вам скажу, какая женщина. Во-первых, она на вашего мужчину здесь конкретно положила глаз. И чихать ей было то, что мужчина может быть женат. Да, почему здесь выходит он у нас пентаклевый король. Она конкретно, она уже не знала, что сделать для того, чтобы к себе его, ну, как-то приручить, что ли. Здесь конкретно у нее поехала крыша. Здесь никак, вот знаете, не от того, что здесь влюбленность такая была. Нет. Здесь женщина такая, которая, когда видит мужчину, ей плевать, что он занят, что, может быть, у человека, кажется, есть семья. Еще могу сказать, что если мужчина, да, здесь он как пентаклевый выходит, помимо этого, значит, есть какие-то денежки, да. Соответственно, этот мужчина ее привлек. Пусть он даже будет бомж, да, все равно она хотела вашего бомжа. Вот хотела и все. Так, какая-то еще женщина, так, которая убила мужика, какая-то женщина еще. Ага, здесь, как это назвать, вот, извините, когда вот на мужчину, да, такие вот карты выпадают, а здесь на женщину, здесь конченая тварь, сука, мразь, как вот назвать ее? Не хочу опускаться, но здесь все выходит так, ну как можно по-человечески выразиться здесь. Это женщина та, которая ради своей цели, она переступит всех, детей, собственных детей, ей чихать, понимаете? Вот скажу так. Однозначно, женщина здесь сама в любовном треугольнике либо была, либо на сегодняшний день она. Помимо этого, не скажу, что ей было вас жаль. Нет, здесь женщина поступала намеренно. Конкретно она хотела вашего мужчину, да, и ей было чихать, что будет с вами. Помимо этого, она праздновала свою победу, скажу так, да. И конкретно она помогала этому мужчине, чтобы он как-то от вас избавился. Помимо этого добавлю, не исключая того, что они вместе могут уехать после того, как предали вас, да, может на отдых, либо переехали куда-то. И скажу еще, она повлияла на него. Соответственно, он предал вас, но здесь сама женщина тоже такая. Это два сапога пара, понимаете? Соответственно, еще что добавлю. Эту женщину, что интересно, ее тоже когда-то предавали. И не исключая того, соответственно, что она тоже многих здесь предает. Какая еще эта женщина, интересно? Какая ты женщина? Женщина здесь эмоционально закрытая. Чихать она хотела. Она туповатая, понимаете? Холодная внутри, тупая. Вот мудрости в ней не хватает. Помимо этого, она видит цель, да? Но она сделает все, пока потом стоит, выжидает. Вот она такая вот. Тихо-тихо. Она не, вот внутри глупая. Помимо этого, ну вот закрытая. Вот она захотела вашего мужика, и чихать она хотела, что общество скажет, что это скажет. Ей плевать. Вот она цель увидела и сидит, ждет, выжидает, сколько надо понадобится время. Такая вот женщина. Да, глупая, несмотря на то, что отшельник-то это еще показывает, да, мудрость. Ну, здесь мудрости нет. Да уж. Но у нее, вам скажу, может быть, она, кстати, длительное время была одинока. Такое тоже есть. И вот вашего мужчину увидела и напала на него. Хорошо.
А зачем ты уводила этого мужчину? Зачем уводила? Зачем уводила? Секс, страсть, во-первых. Здесь, кстати, девочки, для кого-то скажу. Здесь она применяла магию. Она просто захотела его и все. Она говорит, мой и все. Она от него попала в созависимость, да? Это для нее было искушение, для него тоже искушение. У них была чисто страсть. Помимо этого, их возбуждало, когда вот все, вот понимаете, нужно скрываться, что-то не договаривать. Она такая, в этом плане она профессионал. И еще могу сказать, что либо кто-то ей помог, поучаствовал, да, в этом, кто-то вот приворот ему что-то здесь делали, да. Она все делала очень продуманно. Вот в этом плане она здесь мудрая, ничего не могу сказать. И для кого-то это прям выходит любовница, она в этих делах прошаренная такая, как, куда нажимать. Она его подсадила чисто на секс подсадила. Зачем ты влезла в их отношения, зачем увела ты? Зачем увела? Во-первых, потому что она посчитала, что этот мужчина достойный ее. Понимаете, что он не глупый, он не дурачок. Он, посмотрите, как красавец здесь сидит. Да? Принц такой вот, принц мечей. Соответственно, и от него тоже была инициатива с ней вместе. У нее денежки там, может, кстати, она где-то там, может, они вместе работают, да. И еще, их что объединяло? Ну, то, что два тупорылых идиота встретились, которые вот любят праздники, да, треугольники, вот, молодцы вообще. И она просто, я вам скажу, почему она еще уводила. Она же поставила цель этого вашего дурачка, да. Цель-то поставила на вашего дурачка, чтобы уже все равно здесь планировал победу, да. Ну и скажу еще, для кого-то скажу, что она в него вложилась, что что-то все равно их объединяет на сегодняшний день. Может быть, у них там, не знаю, совместное есть дело, да, либо кредит какой-то. Но вот все равно что-то их объединяет на сегодняшний день. Ну и в конце концов еще скажу так, она посчитала, что он принадлежит ей, да, такое тоже есть. Вот она захотела, я же опять говорю о том, что здесь женщина такая эгоистичная, которая вот захотела и пошла напролом, и чихать ей. Какие-то могут быть обстоятельства у человека, чихать. Она, наоборот, подлила масло в огонь и все сделала для того, чтобы пацана вывести из ваших отношений. Зачем ты его еще уводила? Зачем уводила? Зачем? Так, ну конкретно скажу так. Здесь она решила для себя, да, для нее открытие было. Кстати, может быть, и для кого-то это мама повлияла, да, либо родственница какая-то, либо жена, либо она захотела сама стать женой, она на него надавила, она поставила условия. Либо мы с тобой расходимся, либо ты с этой женщиной прощаешься. И скажу так, все равно эта женщина хотела занять ваше место. Ей нравилось то, что, извините, вы остаетесь за кадром, а ваш мужичок к ней бежит. Понимаете? Здесь женщина такая о себе очень высокого мнения. Она считает, что она лучше, во-первых, вас. Да, что мужчина должен только ее, да, добиваться. Такое тоже не исключаю. Зачем ты уводила еще? Зачем уводила? Зачем уводила? Зачем уводила? Потому что она просто так захотела. У нее была эта цель. Она себе там намечтала. Кстати, она вашему дурачку, прям дурачку, идиоту вашему, наплела сказок. Не говорю то, что ваш дурак, да, там, святой, он же тоже предатель, предал вас из-за нее. Но она здесь, ох, как хитрила, она ему с другой стороны показывала, если ты ее не оставишь, я буду недоступная, так что мы с тобой разойдемся. Помимо этого говорила, я же тебя люблю. Но она здесь им хорошо манипулировала. Такая женщина, молодец, профессионал. И, во-первых, она хотела, чтобы он вас кинул, обманул, понимаете, предал ради нее, ради этой любви, потому что она лучше вас. Она же звезда. А вы-то никто, и независимо, не знаю, если это вы жена, то там, не знаю, любовница считает, что вы никто, она лучше. Здесь вашему бывшему вообще повезло, что она обратила внимание на него, понимаете? Зачем еще уводила из отношений? Зачем? Ну, здесь очень эгоистичная женщина. Она считает себя, что это подарок судьбы, да? Помимо этого, ей просто так захотелось. Она играет, она здесь тоже профессиональный игрок. Да? Во-первых, кстати, у кого-то из-за детей, может быть, да, либо там общее дело есть у них. Почему? Ну, еще здесь эго, конечно, у женщины. Здесь она себя ценит, я вам скажу, очень ценит. Ну, ей так захотелось, и вообще она любит, когда в отношениях, да, вот играет и ради нее что-то делает. Почему? Потому что я же приз, давай выиграй меня. Так, почему ты еще уводила мужчину? Почему? Потому что она привыкла побеждать. Да, и она не любит проигрывать, она любит, когда, знаете как, вот побеждает и все. При этом, скажу так, помогали ей третьи лица однозначно. Здесь были у нее все-таки помощники. Она все расписала, кто-то ей помогал, да. Помимо этого, она не хотела самой остаться дурочкой, да.
Ну и вашему дураку там тоже наговорила о вас. Все, что надо. Так, еще зачем ты уводила из отношений? Зачем уводила? Зачем уводила? А потому что у нее постоянно так. Это уже, наверное, не первый мужчина, да? Она имеет право. Вот она считает, что всегда все мужчины должны выбирать ее. Понимаете? С вами болото, а она лучше. И что она вообще та женщина, которая приносит удачу. И помимо этого судьбоносная женщина. Вот. Хотя она не постоянная сама по себе. Она аферистка здесь. Еще и помимо этого шаловистая такая. А из себя вон строит ангелочка. Да. Зачем ты еще уводила из отношений? Зачем? Зачем? Она, кстати, если мужчина был женат, она боялась, что он оставит семью. Во-первых, скажу так. За ее плечами, повторяюсь, было уже. Кто-то ее бросал. Либо она из каких-то отношений выводила, но у нее уже какой-то есть опыт. И она прекрасно помнит, что она мучилась. И в этот же раз она побоялась, что мужчина может ее оставить ради семьи. Соответственно, она на него надавила. Ну, если жена, то понятное дело, что семью не хотела терять, да? Супруга своего. Да. Еще для чего ты уводила? Для чего уводила? Потому что она так хотела. Она захотела вашего мужика, видишь как. Ей с ним хорошо, и ему с ней хорошо. Она считала, что это тот мужчина, который мне нужен. Ну, ваш дурачок-то, он, слышите, он и так, понятно, он придурок, да? Но он может быть, кстати, харизматичный, такой сексуальный. Кто-то здесь носит бородку, такой вот видный мужчина, да? И для себя она видела то, что это тот мужчина, с кем мне хорошо. И я скажу так, здесь встретились два эгоиста. Она просто так захотела, и чихать ей хотелось. Что будет? Ладно, какой ты бумеранг получишь, дорогая моя? Какой ты получишь бумеранг? А, кстати, их отношения почему-то перестанут развиваться. Вот в отношениях какое-то, не знаю. Кстати, она может заболеть. У нее дела могут встать. Мужчина может вообще уйти на расстояние какое-то, не знаю. Инфантильность какая-то будет. Какой у тебя будет бумеранг, интересно? Какой? А здесь бумеранг будет за ее. Все эти шалости, за нее не переживайте, высшие силы здесь возьмутся. Кстати, извините, скажу так, в прямом смысле, либо из ее родственников кто-то, именно женщины, кто-то уйдет в мир иной. И еще добавлю, что не исключая того, что вот именно ее же поступок доведет до того, что она то ли со смертью каким-то образом столкнется, при смерти будет, операция может быть какая-то, да, вот что она на тот период времени только тогда осознает, что она натворила, понимаете, бумеранг у нее будет очень сложный, очень сложный. Какой у тебя будет бумеранг за то, что ты увела мужчину? Она будет, я вам скажу, она с женщиной будет, не с мужчиной, но и с женщиной будет выяснять отношения. Здесь какие-то разборки будут между женщинами. Здесь она будет, вот свои высшие силы за нее возьмутся. Так, какой у тебя будет бумеранг? Какой еще будет у нее бумеранг? Скажу так, какой-то у нее период жизни закончится. Не знаю, может быть, она там решится на какую-то операцию, могут изуродовать, скажу так. У нее будут жесткие уроки, жесткие, прям вот куда еще жестче. Кстати, если с мужчиной, то у них союз может закончиться здесь. Здесь я вам скажу, и на детей может перейти. Вот она вот что делала, да, она же эгоистичная женщина, соответственно, на детей может перейти. Помимо этого, какая-то с ней ситуация все равно произойдет, она получит здесь свое. Может мужчина от нее отказаться, выкинуть ее из жизни. У нее, кстати, с финансами будут проблемы. Здесь и здоровье, финансы. Потом у нее будет почему-то каким-то образом пересечение со смертью. Либо кто-то из родственниц может покинуть, да, этот мир. Либо она сама соприкоснется с этим. Ну, видите, как здесь как выходит. Какой ты еще бумеранг получишь, интересно. От нее мужик ваш, кстати, отвернется. Здесь у них, не знаю, бои без правил будут. А я вам скажу, ваш еще муженек ее оставит. Вот она хотела его привязать, да, не получится. Не получится все равно. Он же ваш тоже дебил такой, да? Все равно она останется, может, кстати, больной, никому не нужной. От нее откажется ваш муженек. Либо ваш, там, не знаю, мужчина. Вот расход у нее будет с мужчиной, безденежье какое-то, вот болезнь, что-то такое. Какой еще будет бумеранг у тебя? Ну, личная жизнь, конец личной жизни, проблемы. Мужчина будет от нее отстраняться, понимаете? Одни будут проблемы на ней.
тяжело будет ей в жизни с вашим мужчиной. Она с ним несчастливая тоже. Вот она привязать-то привязала его, не знаю, верите в магию, то, что она сделала свое, да, но бумеранг у нее по всем фронтам, причем жесткий, жесткий. Она, кстати, может начать бухать здесь, вообще какой-то, это будет, кстати, еще, этот бумеранг она получит, причем неожиданно. Здесь женщина самовлюбленная, да, соответственно, бить ее жизнь будет очень хорошо. Но, извините, не злорадствую ни в коем случае, да, но прежде чем что-то делать, вот плохое человеку, да, не надо обращаться к магиям, уводить кого-то, это слишком низко, я так считаю. Потом все равно ты будешь расплачиваться, дети будут расплачиваться. В этой жизни нужно за все платить, но плата у нее будет очень мощная. Дай Бог, ну, дай Бог выживет. Вот такой вот на сегодняшний день был интересный расклад. Так что, кто там хотел бумеранга этой женщине, да, получит она свой бумеранг, и с вашим мужчиной она не останутся они вместе. Союз будет очень тяжелый здесь. Он от нее устанет, она от него, разойдутся они. Понимаете? Вот так вот. Жду вашу обратную связь. Но, скажу, на то она и жизнь. Так что не советую вообще кому-то применять магию, да, в отношении другого человека, привязывать кого-то, влазить вообще в судьбу. А женщина это вмешалась в судьбу, и ей было чихать. Ну, а когда вот меня просто удивляет, когда вот люди, да, получают по заслугам, причем жизнь бьет сильно. Вы не думаете, то, что люди, хорошие люди, наивные, они страдают. Почему? Почему жизнь такая вот? Потому что от своей наивности, от открытости. Понимаете? Потому что человек верит всему. И вот попадаются такие шакалы, а ему пока попалась такая же, как и он. И, соответственно, меня просто удивляет, когда вот такие вот, как он, как она, когда у них жизнь рушится, да, и они спрашивают, вот за что? Это смешно, честно сказать. Ну, господи, ну не надо влазить в отношения, да? Ну, я, например, так считаю, что я не полезу в отношения. Зачем? Если человек женат, пусть сначала разведется, если он так, он хочет с вами, не знаю, там, построить отношения. Либо там, ну, жены, и так понятно, что не бегайте за мужчинами. Они этого не ценят. Ну, а любовницы, те, которые сумасшедшие, которые магичат, или жены магичат, там, чтобы вернуть его. Зачем? Он просто, он придурок и нашел свою придурочную. У них все равно не получается, не получится выстроить своего счастья. Она-то хочет с ним, понимаете? Здесь встретились два эгоиста. Ничего не выйдет. И бумеранг она получит очень здесь приличный. Понимаете? Но я не бог, чтобы кого-то там судить. Но поверьте мне, бумеранг правда существует. За мой жизненный опыт. Я уже, как говорится, на моих глазах уже такие вещи происходили. Но это жизнь. Всех благодарю, кто побывал со мной на раскладе. Всем желаю счастья, здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Ну и также жду вас на личные расклады. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи, дорогие мои любимые подписчики.